Всем привет! Вы на канале Польза Лайф. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я буду рассказывать вам о великолепном смартфоне под неймингом Honor Magic X9C. Есть еще X9B, и сейчас съемка ведется в 4К 30 FPS. А насколько она хорошо ведется, вы сейчас видите. В чем причина такой прелести, мы разберемся постепенно, но главное, смартфон пишет, усиление голоса еще не включено. Напоминаю, что подобных обзоров одним кадром у меня на канале море. Исходники этого обзора, скорее всего, я выгружу в Telegram еще, чтобы народ посмотрел спеки. Почему? Потому что, скорее всего, он будет маленький, и смартфон, как и должно было быть, также Honor Magic 7 Pro, история такая же, хотя он 80 с лишним, он подлагивает. Но, как мне скажут, а у меня он не подлагивает, не подлагивает он у вас, потому что вы не двигаетесь, потому что у вас не двигается камера, и вполне возможно у вас он будет работать лучше, но, опять же, это не камерафон, не игрофон, и единственное, что в чем миссия вообще подобных обзоров у меня, напоминаю, то, чтобы вы могли открыть несколько подобных роликов, там больше 140 уже смартов я так тестил, в одних условиях. Вы спокойно, благополучно можете посмотреть, как что работает со стабилизацией, у кого какая. Ну, здесь, допустим, анонсирована оптическая стабилизация. У кого как работают микрофоны и кто как отрабатывает великолепным или не особым образом с тем же стабом, с теми же кадрами. И разрывов кадров здесь хватает, прямо скажем. Но не будем об этом. Начнем с того, что комплект у смартфона абсолютно адекватный. И зарядка, и чехол. Собственно, смартфон, ключ для извлечения блока под сим-карты. И все. Вот. Никаких там недостатков из разряда отсутствия блока зарядки, как, допустим, у Samsung или у айфонов, здесь нет. При том, что смарт позиционируется как бронефон, но сразу, вот насчет бронефонов и всего остального, если вы посмотрите, IP65M не подразумевает утопление, его защита не подразумевает гарантию от механических повреждений, только замену экрана. А как вы понимаете, не только экран у вас может навернуться, вот так основной модуль рисует прям мольбертом, то есть вы сейчас видите мультик. Цвета вообще нигде, ни в чем не соответствуют, даже белый другой. Здесь более серый, более-менее вода, нет, не более-менее, просто это видно, что вода, но по цветам полный разнос. С другой стороны, это не важно, повторяюсь, это не камерафон, это не игрофон, и в каком-то смысле это бюджетник, просто с очень хорошей рекламной кампанией, ничего плохого в этом нет. У меня есть контент, как говорится, у вас есть зато с чем потом сравнить что-то менее эпичное из разряда, аналог ему это Poco X7, который намного мощнее, у него есть eSIM, и с ним я как раз и сравнивал его в обзоре. Или Realme 14 Pro, у которого нет ультраширика, но есть другие плюсы. Здесь же очень неплохой экран по своим характеристикам, хотя божественным его точно не назвать. Хорошая яркость, нулевые игровые способности, он даже в PUBG New State у нас не держит 90 FPS. Но это все мелочи жизни. Почему? Потому что основная заточка этого устройства под рекламу. Ну, по-другому не сказать, потому что вряд ли вы будете долбать его специально прямым, тем более прямыми гранями или экраном. А плоскость ничего у меня не разбивается на стриме. Я там Poco X7 бросал. Вообще напишите, какие смартфоны за последнее время вы сознательно разбили. При том, что, опять же, если брать этот смарт или C75, который я тоже купил, вы же не будете его специально бить обо что-то. То есть все бюджетники, что у меня были, они у меня летали только в шум. Не бюджетники, флагманы то же самое. Да, тонуть много чего тонуло, но здесь защиты от влаги нету. То есть она здесь номинальная. IP65M это не топ. Когда мне скажут, что я вот в ролике видел, что он у меня у кого-то лежал в воде, но у меня лежали в воде смартфоны и по 5000 рублей, они не тонули. То есть я все водой тестирую. Это не гарантия от утопления. И, опять же, рендеры смартфонов — это то, что вы видите либо в рекламных обзорах, либо в
каких-то шоурумах, куда приходят блогеры, это не всегда те же самые смартфоны, что вы покупаете в магазине. Так что, повторяюсь, обзор не хейтерский. В основном я делаю обзор, вот основной обзор, для того, чтобы вы понимали недостатки, прикидывали и выбирали из всего рынка. А конкурентов в 20 тысяч рублей у этого смарта, прямо скажем, как минимум 2. То есть крепкие конкуренты. Это Poco X7, у которого есть и eSIM, повторяюсь, и он намного мощнее, притом камера у него точно не хуже отрабатывает, во всяком случае, видео, да и фото. У них паритет по мне. Вот. Второе, что у них есть из интересного, это Realme 14 Pro, кстати, вот он у меня, и Poco X7, и Realme 14 Pro. Вот. Сейчас я главное, не растянулся. Как говорится, победа близка. И если вы не будете забывать про то, что конкуренты есть, вам легче будет ориентироваться. Вот, по ценникам, повторяюсь, Poco X7 обычно 19, есть дешевле, бывает на разных маркетплейсах. А Realme 14 Pro по ценам, опять же, я говорю, да, у меня вот контент такой, я покупаю, поэтому я рассказываю вам в первую очередь о ликвидности, ценах и возможностях. А вот эти вот все фанфары из разряда «Вау, какой он классный! Вы посмотрите, какой у него кругляшок!» Это давайте другим обзором оставим, там, где нужно его показать, что не разбить. Я говорю, если бы у меня было 10 устройств, я бы тоже показал любой, да даже не 10, даже с одним. Вы понимаете, вопрос удара, как правильно сказали, упадет на гравий что угодно, на какой-нибудь там камушек, и что угодно треснет. Но не будем. Так вот, у этого смарта по отзывам, в комментариях на Яме очень часто, на Яндекс.Маркете у народа ценник двадцатник. И в целом, почему это не хороший вариант даже за 20, ну, если вы купили, это нормальный вариант, но сказать, что прям вау, вы выиграли, нет. Я сейчас для вас проведу параллель. Есть у меня такой смарт классный, Poco F3, не X3, а именно F3. И я его специально не продаю, я его специально им пользуюсь, и я вам скажу, что он тормозит люто, даже учитывая, что у него, по-моему, 800 тысяч баллов в Antutu. Примерно так же, как я Huawei покупал два, но не делал обзоры, Mate 20 Pro и еще какой-то. И да, если его вот просто для обзора сделать, фотки классные, видео классное, но жить он долго невозможно им пользоваться, он тормозит. Вот Poco F3 у меня тоже тормозит лютейшим образом. С этим смартфоном та же самая история. Почему? Из коробки все летает. Даже с смарта за 5000 рублей какой-нибудь Redmi A3 у вас будет летать. Здесь Snapdragon 6 Gen 1. Что это значит? Это 500 с лишним тысяч баллов в Antutu. Когда вы вытаскиваете его из коробки, ничего туда не устанавливаете, у вас вау-эффект. О, все работает отлично. Вот сейчас, допустим, вы видите, как через недельку уже у меня отрабатывает та же съемка в оболочке. Кстати, ограничение всего здесь 10-минутное по видео. В 4К 30 FPS, так что скоро я закончу для вас. Уже 8 минут прошло. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. И помните, что просто вот у вас есть один вид контента, когда вам вау, какой смарт, и я. И хорошо, что есть два варианта развития событий. Исходники, кстати, можете посмотреть в моей личной телеге на фотке с Невой и с Poco. Не обязательно на них подписываться, на эту телегу. Но чтобы вы поняли, что те же тапки только в профиль. И он должен стоить как Poco, потому что процессор у него слабее, и он ничего не дает. Ни топовая защита от влаги, ни eSIM. А еще, когда мы говорим про Poco, почему это ужасные смартфоны X7 и X7 Pro в определенном смысле, у них не только реклама отключается, у них датчик приближения виртуальный. И я бы такой, а вот в Honor он тоже виртуальный. И получается, у тебя что в Honor глючит датчик приближения, у меня, у вас может быть нет. Что там? Процессор слабый, и дальше я с чем танцую? С тем, что экран яркость 1800 люксов, по-моему, в пике. Ну и что? У всех остальных примерно так же. Больше 1000 за глаза и за уши. В играх он не тянет вообще. Я говорю, даже в PUBG New State у него нет 60 FPS. Там он падает постоянно. 9 минут 40 секунд. Поэтому надеюсь, что, как мне сегодня в комментариях человек написал, смотрю тебя несколько лет, только теперь понял, о чем ты говоришь. Я говорю, да, о разумности траты средств. Если бы у вас были десятки миллионов долларов в банке, вряд ли бы вы смотрели подобные обзоры. 10 раз взвешивайте. У него красный ценник, это 20 тысяч, как у меня народ из знакомых и покупал. Я его покупал за 21.
хороший ценник, когда он будет стоить 17-18. Девайсу от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, приходите на стримы, мы его жарили на стриме в онлайне. Добра и удачи вам, дорогие друзья.